Добро пожаловать на канал. Итак, нам предстоит найти точные значения вот таких, на первый взгляд, довольно грозных интегралов, которые, однако, легко вычисляются. Более того, есть стандартный метод, позволяющий выявить интеграл такого типа и быстро получить его значение. Прежде чем перейти к этому методу, я напомню, что если функция f от x является нечетной, то есть f от минус x равно минус f от x, то какой бы ни была сложной эта функция, интеграл на симметричном промежутке от минус а до а равен нулю, и если, конечно, такой интеграл существует, поскольку ветви с положительным и отрицательным значениями x взаимно уничтожаются. Замечу, что существование интеграла не всегда гарантировано. Например, функция единица, деленная на x, хотя и является нечетной, значение ее интеграла от 0 до а бесконечно, поэтому существование интеграла на симметричном промежутке оказывается под большим вопросом. Другим хорошо известным примером является функция Дирихле, равная единице, если x рационально, и нулю, если x иррационально, которая разрывна в каждой точке и неинтегрируема в привычном смысле этого слова. Почему в привычном смысле? Потому что те, кто знакомы с интегралом Лебега, знают, что я имею в виду. Функция Дирихле является четной, но если умножить ее на сигнум x, получим нечетную и неинтегрируемую в привычном смысле функцию. Однако все функции, которые вы видите на экране, являются непрерывными в замкнутом промежутке интегрирования, поэтому в данном случае вопрос о существовании интеграла не стоит. Следует только привести эти интегралы к интегралам от нечетной функции в симметричном промежутке. Предлагаю поставить видео на паузу и подумать над этим. Итак, арк-котангенс от x в кубе. Интегрируемый в промежутке от минус единицы до плюс единицы. Промежуток интегрирования является симметричным, но проблема с арк-котангенсом, который принимает только положительные значения, поэтому никак не может быть нечетным. Вот если бы вместо арк-котангенса был арктангенс, тогда бы функция действительно была бы нечетной. Поскольку как x в кубе, так и арктангенс являются нечетными функциями, а композиция нечетных функций является также нечетной функцией. Осталось вспомнить тождество из предыдущего видео, согласно которому сумма арктангенса и аркотангенса всегда равна π пополам, если писать подинтегральное выражение в виде π пополам минус арктангенс от x в кубе. Дальше, конечно, представляем интеграл в виде разности двух интегралов, где значение второго интеграла равно нулю, а значение первого интеграла это просто π пополам, умноженное на длину промежутка интегрирования, что равно π. Понятно, что вместо x в кубе можно взять любую нечетную функцию f от x, определенную и непрерывную в замкнутом промежутке от минус а до а, и интеграл от арк-котангенса от f от x промежутка от минус а до а равен π умноженному на а, независимо от выбора функции f от x. Следующий пример. Снова симметричный промежуток от минус а до а. На этот раз интегрируется арктангенс от показательной функции c в степени x, где основание c может быть любым положительным числом. Поскольку функция c в степени x не является нечетной, подинтегральное выражение также не является нечетной функцией. Давайте все-таки заменим x на минус x и посмотрим, что у нас получится. c в степени минус x это единица, деленная на c в степени x. И теперь уместно вспомнить еще одно тождество из предыдущего видео, согласно которой сумма арктангенса x и арктангенса единицы, деленной на x, это π пополам со знаком, совпадающим со знаком x. В данном случае у нас арктангенс от показательной функции, значение которой всегда положительно. Поэтому сумма равна π пополам со знаком плюс, и мы можем записать, что арктангенс от c в степени минус x равен π пополам
минус арктангенс от c в степени x. Вычитаем π, деленное на 4 из обеих частей равенства, и видим, что если ввести функцию g от x равную арктангенсу c в степени x минус π, деленному на 4, то левая часть полученного равенства это g от минус x, тогда как выражение в правой части это не что иное, как минус g от x. Выходит, что g от x является нечетной функцией. А кроме того, из определения g от x следует, что подинтегральное выражение это π, деленное на 4 плюс g от x. Теперь можно сделать постановку в интеграл, представить его как сумму двух интегралов, и снова второй интеграл равен нулю, тогда как значение первого интеграла это π, деленное на 4 и умноженное на 2а, или πa пополам. И здесь можно сделать обобщение, взяв в качестве показателя степени нечетную функцию f от x, определенную и непрерывную, на отрезке от минус а до а. И значение интеграла равно πa пополам, независимо от выбора функции f от x. В частности, значение упомянутого на титульном листе интеграла от арктангенса от π в степени корень кубического от x в промежутке от минус e до e равно πe, деленному на 2. Еще один интеграл из титульного листа. Наверное, многие заметили, что слагаемый по знакам кубического радикала можно объединить в один синус. Для этого выносим 2 за скобки и замечаем, что 1/2 это синус 30 градусов или синус π, деленного на 6, тогда как корень из 3, деленное на 2, это косинус того же угла. Теперь понятно, что выражение в скобках это синус от px минус π, деленного на 6. Это позволяет подинтегральную функцию упростить, и чтобы было еще проще, вынесем корень кубический из 2 за знак интеграла. Теперь сама собой напрашивается постановка t равно px минус π, деленное на 6. В таком случае dt это π на dx, а dx равно dt, деленному на π. При этом, если x равен нижней границе промежутка интегрирования, значение t равно 3/2 π, а при x равном верхней границе промежутка интегрирования, значение t равно 5/2 π. Таким образом, интеграл относительно x становится интегралом относительно t, где подинтегральное выражение является нечетной функцией, как композиция двух нечетных функций, а промежуток интегрирования не является симметричным. Каковы будут предложения? Вспомним, что 2π является периодом синуса, а следовательно также периодом кубического корня из синуса. Поэтому, если вычесть 2π из обеих границ промежутка интегрирования, промежуток интегрирования сдвинется влево на 2π, а значение интеграла не изменится. Итак, сдвигаем промежуток интегрирования на 2π влево, в результате чего промежуток интегрирования становится симметричным, так что значение интеграла это кругленький 0. Последний пример на нахождение интеграла кустарным способом. Единица, деленная на c в степени x плюс c в степени p, промежуток интегрирования от 0 до 2p, где c положительная константа, а p, если я только не ошибаюсь, может быть любой вещественной константой, положительной или отрицательной, желательно отличной от нуля, поскольку при нулевом значении p длина промежутка интегрирования становится равной нулю и просто нечего вычислять. Замечу, что несмотря на грозный вид функции, ее первообразная является элементарной функцией, которую можно определить, обозначив знаменатель через t. В таком случае dt это c в степени x логарифм натурального от c dx, dx равно dt, деленное на c в степени x логарифм натурального от c,
А из определения t следует, что c в степени x это t минус c в степени p. Таким образом, получаем интеграл относительно t. Теперь можно числитель и знаменатель умножить на c в степени p, причем знаменатель выносим за знак интеграла, а числитель записываем в виде t минус c в степени p. Делим почленно числитель на знаменатель и получаем разность выражений, первообразная каждая из которых есть логарифм. Таким образом, находим значение первообразной как функции от t, подставляем выражение для t, и здесь знаки абсолютной величины можно отбросить, поскольку числитель и знаменатель заведомо положительны. Далее делим числитель и знаменатель на c в степени x и заменяем логарифм обратной дроби на минус логарифм. Наконец, отношение натуральных логарифмов можно заменить логарифмом по основанию c. Заодно вместо единицы, деленной на c в степени p, компактнее написать c в степени минус p. Перепишем полученное выражение наверх и применим его для вычисления интеграла в заданном промежутке. Здесь я отбросил знак минус и заодно поменял местами предел интегрирования. c в степени минус p является общим множителем. При x равном нулю получаем логарифм от единицы плюс c в степени p. При x равном 2p имеем логарифм от единицы плюс c в степени минус p. И если первый логарифм готов к употреблению, то второй нуждается в некоторой доработке. Запишем его как логарифм от единицы плюс единица, деленная на c в степени p. Приводим к общему знаменателю, представляем в виде разности логарифмов и замечаем, что второй логарифм это просто p. Вернемся к вычислению интеграла, подставив полученное выражение для логарифма от единицы плюс c в степени минус p. И сюрприз! Логарифмы взаимно уничтожаются и остается всего-навсего c в степени минус p умноженное на p. Или p, деленное на c в степени p. Итак, значение интеграла найдено, но возникает два вопроса. Во-первых, какое это имеет отношение к нечетным функциям? А во-вторых, не случайно ли то, что, несмотря на всю чехарду с логарифмами, ответ не допускает ни малейшего намека на их существование? Оказывается, существует метод нахождения интеграла, при котором логарифмы вообще не появляются. Зато используется нечетная функция. Если бы только знать, откуда взять эту нечетную функцию. Для начала сделаем интервал интегрирования симметричным относительно нуля. С помощью подстановки t равно x минус p. При этом x равно t плюс p, dx равно dt. Интервал интегрирования сдвигается на p единиц влево и становится симметричным от минус p до p. Получаем интеграл относительно t, в котором знаменатель содержит общий множитель c в степени p, не зависящий от t, так что его можно вынести за знак интеграла. И, как видите, я поменял букву t снова на x, поскольку так привычнее. Хочется, чтобы функция по знакам интеграла, обозначаемая через f от x, была нечетной. Но поскольку функция заведомо положительна, она нечетной быть никак не может. Вспомним, что если нечетная функция определена в нуле, то f от нуля равно минус f от нуля, что возможно только тогда, когда f от нуля равно нулю. В нашем же случае f от нуля равно 1/2. Так давайте вычтем 1/2, чтобы функция в нуле стала равной нулю. Тогда она, возможно, станет нечетной. Итак, g от x это f от x минус 1/2. Подставляем выражение для f от x. Приводим к общему знаменателю. Упрощаем. И полученная функция просто обязана быть нечетной. Иначе все наши труды оказались потраченными зря. Запишем выражение для g от минус x. Умножаем числитель и знаменатель на c в степени x. И теперь мы можем беспрепятственно поменять местами слагаемые в знаменателе, что даст точно такой же знаменатель, как и у функции g от x.
За то, чтобы поменять местами слагаемые числителя, мы обязаны поставить минус перед дробью. И это есть в точности минус g от x. Получилось? Итак, g от x нечетная функция, а f от x это g от x плюс 1/2. Это позволяет представить наш интеграл в виде суммы двух интегралов. При этом второе слагаемое равно нулю, а первое слагаемое это единица, деленная на c в степени p, умноженная на 1/2 и умноженная на длину промежутка интегрирования, то есть на 2p. И получаем знакомый результат. В частности, для интеграла на титульном листе c равно 5, p равно 1/2. Подставляем значение c и p в полученное выражение и получаем единицу, деленную на 2 корня из 5, или корень из 5, деленное на 10. Все это прекрасно, однако, как я упомянул в начале видео, существует метод, позволяющий сразу определить, сводится ли данный интеграл к интегрированию нечетной функции на симметричном промежутке и быстро вычислить значение этого интеграла. Рассмотрим этот метод. Итак, данный интеграл от некоторой функции f от x на некотором промежутке от a до b. Из ранее сказанного понятно, что функция подходит для метода в том случае, когда ее график симметричен относительно точки, соответствующей центру промежутка интегрирования. Для того, чтобы это определить, достаточно взять точки графика с абсциссами симметричными относительно центра промежутка. Легко видеть, что если абсцисса левой точки это x, то абсцисса правой точки равна a плюс b минус x. При этом симметрия будет иметь место только тогда, когда среднее арифметическое значение функции в точках x и a плюс b минус x равно значению функции в середине промежутка. Отсюда следует, что сумма значений функции в точках x и a плюс b минус x не зависит от x. И обозначим эту константу буквой c. Таким образом, если сумма f от x плюс f от a плюс b минус x одинакова для любого x из замкнутого промежутка от a до a плюс b деленного на 2, то интеграл подходит для рассматриваемого метода. Более того, зная значение константы c, можно вычислить величину интеграла. Для этого разобьем промежуток интегрирования на два равных отрезка от a до a плюс b пополам и от a плюс b пополам до b. И во втором промежутке сделаем постановку t равно a плюс b минус x. Тогда x равно a плюс b минус t, dx равно минус dt. И вместо того, чтобы выносить минус за знак интеграла, я сохраню плюс, но поменяю предел интегрирования местами. Таким образом, нижняя граница будет соответствовать x равному b, при этом t равно a плюс b минус b, то есть a. Для верхнего предела значение x равно a плюс b пополам, а значение t также равно a плюс b пополам. Выполняем подстановку и получаем интеграл с совпадающими промежутками интегрирования. Поэтому во втором интеграле заменяем t на x и объединяем интегралы в один. Пришло время вспомнить, что, как мы договорились, промежутки интегрирования, значение выражения в квадратных скобках это константа c. В таком случае значение интеграла это просто c, умноженное на длину промежутка интегрирования. Или полупроизведение c на длину промежутка интегрирования исходного интеграла. Перенесем полученную формулу вниз и отметим нижнюю строку как метод выявления и нахождения подходящих интегралов. В качестве иллюстрации применим этот метод к ранее рассмотренным интегралам. Интеграл от минус a до a арк котангенса от f от x.
где функция f от x нечетна и интегрируема на отрезке от минус а до а, что гарантирует существование интеграла. Проверим наличие константы. И здесь вместо а и b следует поставить верхнюю и нижнюю границы интегрирования, то есть минус а и плюс а. Таким образом пишем arc-котангенс от f от x плюс arc-котангенс от f от минус а плюс а минус x. Второй аргумент это, конечно, минус x. И ввиду нечетности функции знак минус можно поставить перед знаком функции. Теперь для краткости обозначим f от x через z и покажем, что значение arc-котангенса z плюс arc-котангенса от минус z не зависят от z. Здесь можно, конечно, arc-котангенс выразить через arctangents, но это уж слишком напоминает пресловутый метод чайника, который автор всего, не будучи профессиональным математиком, не вполне одобряет. Поэтому будем, как говорят в народе, действовать в лоб. Пусть φ равен arc-котангенсу z. Это означает, что котангенс φ равен z, и φ находится в открытом интервале от 0 до π. В таком случае π минус φ находится в том же интервале, а кроме того, согласно формулам приведения, котангенс от π минус φ это минус котангенс от φ или минус z. Отсюда следует, что arc-котангенс от минус z это π минус φ или π минус arc-котангенс от z. Это означает, что сумма arc-котангенса z и arc-котангенса от минус z равна π независимо от z. Итак, значение константы найдено и равно π. Осталось лишь применить формулу для нахождения интеграла. И находим, что значение интеграла это π умноженное на длину промежутка интегрирования, деленное на 2. Длина промежутка интегрирования равна 2а, и получаем в ответе π умноженное на а, что совпадает с ранее полученным результатом. После всего этого второй интеграл находится практически мгновенно. Пишем, что значение константы это arctangents от c в степени f от x плюс arctangents от c в степени f от минус x. Используя нечетность, ставим минус перед знаком функции. Заменяем минус показателя степени обратным выражением и получаем сумму арктангенсов взаимно обратных положительных чисел, которая, как мы хорошо знаем, равна π пополам. И значение интеграла это π пополам умноженное на длину промежутка интегрирования 2а, деленное на 2, то есть πa, деленное на 2. Переходим к следующему интегралу, где, чтобы не возиться с кубическим радикалом, обозначим через f от x выражение под ним. Я не буду объединять слагаемый в один синус, делая вид, что я это не заметил. Тем не менее, как мы скоро убедимся, при этом также можно получить результат. Сумма границ интегрирования это 13 третьих. Так что а плюс b минус x в формуле для константы в нашем случае это 13 третьих минус x. Находим f от 13 третьих минус x. Подставляем значение 13 третьих минус x в качестве x. И поскольку 13 третьих π это 4π плюс π деленное на 3, где 4π наряду с 2π является периодом как синуса, так и косинуса, вместо 13 третьих π можно записать просто π деленное на 3. Применяем формулу для синуса и косинуса разности. Вспоминаем, что синус π на 3 это корень из 3 деленное на 2, а косинус π на 3 это 1/2. Также подставляем значение в оставшиеся два слагаемых. Приводим подобные члены. И получаем косинус px минус корень из 3 синус px, что в точности равно минус f от x. Таким образом, выяснили, что f от 13 третьих минус x равно минус f от x. Отсюда, вследствие монотонности и, следовательно, однозначности кубического кореня, следует, что кубический корень из f от 13 третьих минус x равен
кубическому корню из минус f от x, что ввиду нечетности кубического корня равно минус кубическому корню от f от x. И теперь можно написать, что значение константы c это кубический корень из f от x плюс кубический корень из f от 13 минус x, что равно нулю. А следовательно, значение интеграла также равно нулю. И последний интеграл из репертуара этого видео. Интеграл от единицы, деленный на c в степени x плюс c в степени p в промежутке от 0 до 2p. И если f от x равно подинтегральному выражению, то c равно f от x плюс f от 2p минус x. Подставляем выражение. Приводим дроби к общему знаменателю, для чего числитель и знаменатель первой дроби умножаем на c в степени p, а числитель и знаменатель второй дроби умножаем на c в степени x. Теперь знаменатели дробей действительно одинаковы, что позволяет записать дроби под одним знаменателем, в котором вынесем общий множитель c в степени p за скобки. Производим сокращение, в результате чего остается просто единица, деленная на c в степени p, величина, не зависящая от x. Остается лишь применить формулу и написать, что значение интеграла это половина произведения константы на длину промежутка интегрирования, то есть 2p. В результате чего получаем, как и ожидалось, p, деленное на c в степени p. В заключение не могу не упомянуть видео, подсказавшее мне эту идею. Из канала Michael Penn. Это наиболее сложный из известных мне математических видеоканалов, автор которого профессор одного из частных университетов американского штата Вирджиния. Чтобы избежать слепого копирования, я решил его разнообразить и обобщить, в результате чего видео достигло таких катастрофических размеров, что вряд ли у кого-либо найдется желание и терпение досмотреть его до конца. Так или иначе, когда-нибудь приходится сказать «все».